Всем привет! Ну что, рубрика «Очередная деревня» снова в чате. Сегодня я вам покажу новую деревню, в которую мы с Владом приехали. Забардовица. Это небольшая деревня, располагается в 24 километрах от Вроцлава или 6 километров от Алабы. Вот такой вот маленький домик. Деревня деревней, а машины здесь не прекращаются. Вот здесь какое-то учреждение. Остановка стоит по правой руке. А вот это вот здание, гмина Олава, какая-то светлица, непонятно. Для нас светлица — это продленка у детей в школе. Кто знает, что это? Меня много поляков смотрят. Поясните, что это за учреждение такое? Вот мы к остановке подошли. Ну, остановка немножко грязненькая, конечно, такая. Но что есть, то есть. Вот здесь еще улица такая, и дорога из брусчатки. Это еще во времена до Второй мировой войны. Деревня принадлежала Германии, да, и это еще, получается, строили немцы. Детская площадка. Ну, не знаю. Я думаю, что, может, не стоит. А то Адриану мы потом не утащим. Машины носятся по брусчатке просто. Даже не тормозят. Смотрите, дом. Видно, что на первом этаже живут люди, потому что висят шторы, окна пластиковые, дверь, посмотрите, какая, да, хорошая. А на втором этаже вот так. То есть люди, походу, перекрыли второй этаж и вот так живут. Влад говорит, как они не боятся, что им на голову потолок свалится, потому что здание очень такое разрушенное. А раз уж я уже упомянула немножечко, да, историю, то скажу, что до Второй мировой войны, до 1945 года деревня носила немецкое название Сейферсдорф. Сейферсдорф. Красивое название. И входила в состав Германии. А после Второй мировой войны в результате изменения границ территория отошла к Польше. Население деревни Забардовицы 230 человек и площадь 7,5 квадратных километров. Będzie ten. No i po co tam strać wejść nawet, żeby zacząć remontować, to strać, żeby cygówka. Ale to na pewno 3-4 lata. My jesteśmy jako obcokrajowcy. Ja słyszę, bo ja słyszę po rozmowie, ja już słyszę, że inny akcent. To wiadomo. Aha, z Białorusi, no. No ale gdzie mieszkacie w tej chwili? We Wrocławiu już 4. rok. Aha, we Wrocławiu. Tak, Aha. tam możemy... Ale już głosować w Polsce też możecie? Jeszcze nie? Tylko po obywatelstwie. Aha. Ale tak to samo jak Polaki mamy, te same... Te same warunki, tak się na warunki, tak. tak, te same warunki. A, no to dobrze. No, to znaczy się, że wolicie w Polsce mieszkać jak na Białorusi? No tak, no przyjechali my jeszcze przed wojną, to przyjechali Tak. wojny, także... Aha, Ja jestem pomału. polskiego pochodzenia. Moja babcia była Polką. Aha, no Jestem tak. w Brześciu to jest teren Polska. Aha. To jest na No. takie miasto, A no to które pewnie na na granicy terenie, jest, no. jak to się mówi, na pochodzenie. Tak. No. Бассейн, сказала бабушка, что здесь. Ого! Точно бассейн. Заросший. Даже там ступеньки вот в бассейн есть. Ничего себе. Бассейн среди леса. Эта бабушка говорит, что в этом бассейне она маленькая купалась с детьми, ну вот дети собирались в деревне, да, как дети, играются, и вот они туда ходили, загорали и плавали, в общем, у них там занятия даже какие-то проходили, классно. Nie było już komu wody napuścić, no, wyczyścić, no i tak, już tak zostało. 50 lat temu to na pewno jeszcze kiedy rządzili tutaj Komuniści, tak, komuniści, był PGR, wiadomo, komuniści, za komuny to Polska było. Ludowa. Tutaj mieszka gdzieś? Nie, Cała ja na wychodziłam działce? stamtąd, z tego, o co myśmy mijali, ja tam A ja mieszkam. widziałam, aha, to pani tam Tak, ja tam mieszkam. Эта бабушка сказала, что парень из этого села поругался со своими родителями, с мамой, и переехал жить вот в эту заброшку. Здесь, видите, велик с палаткой. Здесь такая заброшка. Вот так люди живут. Общительная такая бабушка. Сейчас, может, нам покажет свой огород, сказала. Она как раз туда идет, посмотрим.
Так, эта бабушка сказала, что здесь коровник был. Коровник. Очень приятная женщина. Все Разговорчивая. рассказала, разговорчивая. Вот как люди в деревне, простые вот. Да, и Да, голосистая хотите, еще. идите. Я говорю, тут вот территория, я говорю, мы не знаем, можно ли пройти. Идите, машина специально сделали, говорит, знак, потому что катались грузовики и разбивали дорогу очень сильно. А некому ее строить. Поэтому, говорит, идите, тут ничего такого Я нет. уже тут вас просто... не перебивала, вашу беседу. А здесь она сказала... Это главный вход в этот палац, да, но он закрыт. С этим палацом, не знаю, Женя рассказывала или нет. Нет, еще не Здесь рассказывала. ничего. Можно было войти, или части можно было войти, но 3 или 4 года тому назад, ну, как сказала бабушка, со слов бабушки, наркоманы спалили... Кто это был, я не знаю. Спалили, подожгли, и хозяин сам с Англии. Видно, Как частная не территория хочет. Да, то есть сейчас частная это нельзя оградили, туда идти. нельзя Просто зайти, так да. можно посмотреть, а вход туда вот стемп. Интересно, приватный. этот частник, кто это купил, для чего ему вот эта вот развалина нужна? Я думаю, как инвестиции, Потому может, со что временем, как земля, может Реставрировать-то снести. явно никто не собирается, походу, вот это вот все. Может, найдут Здесь- спонсора, который вложится. Ну, может, потому что здесь все так заросло, вот. Не знаю, можно быть поближе, попробую подойти снять. Смотрите, здесь подошла я поближе, дверь открыта. Я сейчас так загляну, хотя бы просто. Оп. Но здесь все заросшее. Все заросшее, и вот там, за деревьями, этот палац. Ну, как разваленное, в общем, здание. Я в интернете видела фотографии. Кто-то заходил туда внутри, фоткал. Просто разваленное здание. Так, я сейчас чуть-чуть поближе попробую подойти, чтобы его было лучше видно. Но здесь даже тропинки все заросшие. Тут просто, я не знаю, туда даже не пройдешь, наверное. Жалко. Хотелось вам показать еще одно какое-то заброшенное здание. Я уже показывала в одной деревне заброшенный палац. Вот, ну ладно. Сказали, это частная территория, не будем вламываться. Вот. Жалко, что там, ну так, там все так заросло, что явно там человек никакой не бывает и не ухаживает за территорией, даже не траву как бы не косит, поэтому... Ну ладно, не будем туда идти, мы еще и с Адрианой, хотя очень хотелось бы. Я приложу, постараюсь фотографии, как это все там выглядит внутри. Вот. Ну, интересно. Посмотрим еще, что здесь есть интересного. Кстати, в этой деревне нет садика, нет школы. Ближайшая начальная школа, гимназия и садик находится в 5 километрах в другой деревне. Может быть, мы поедем, просто покажем так мимо. Проедем мимо, чтобы показать школу-садик в 5 километрах. Я не знаю, где, я не смотрел еще, мы не спрашивали у Ближайшая. женщины. Ну так сказал чат GPT, поэтому Ну, поверим ему и посмотрим. А магазин ближайший, она сказала, где находится? то ли Стабловица она назвала, то ли Шнашек, что-то. Ну, в ту сторону. Не знаю, Будем искать. не знаю, Будем сколько искать. километров там, но здесь нет тоже магазина никакого. Представляешь, люди вот так каждый раз, чтобы Ну, купить велосипеды. хлеб или молоко, вот надо Велосипеды. ехать в другую деревню. И потом тащить еще эти пакеты. Короче, многодетная семья здесь, не знаю, выживет Сложно или нет. будет. С нашим Такие, как мы, много кушаем. по наверное, нам 10 будет бутылок тяжело. молока тащим с магазина, нам надо КАМАЗом просто везти и все. Ладно, идем посмотрим, что здесь еще. Идем в саму деревню тогда покажем. Выйдем сейчас с этих зарослей и покажем тогда уже сами домики. Смотрите, хочу снять типичный домик. Блин, там парень стоит. Ладно, типичный домик. Просто крыша очень некрасивая. Она высокая. Посмотрите, вот дом. Крыша высокая очень, как в какие-то очень старые времена еще постройка. Но там парень вышел из дома, уже не стала я своей камерой светить, потому что бабушка предупредила: вы ходите с камерой, снимаете, будьте осторожны, люди. Она сразу поняла, что мы здесь приезжие, говорит, вы бросаетесь в глаза. Да, она сказала, страшного ничего тут нет. Вы можете снимать. Типа, мы тут всех знаете, мой парень нас увидел с женщиной, махнул. То есть мы Да. когда проходили, все нормально. Вышел, Просто поздоровался. что- да, здесь очень много. Вышел, поздоровался. Да, мы Да, шли и вышел. поздоровался.
Поэтому здесь знают все друг друга в лицо, и вы немножко А мы еще отличаетесь. высокие, Да, мы нас высокие. видно издалека. Плюс еще речь где-то русская. Вот Вы- здесь еще, может, будет видно. Чуть-чуть, видите? Сейчас, пока мы... Этот дом, он тоже в каких-то как зарослях. Вот видите, какая у него крыша высокая. Вот. Влад говорит, я хотел напроситься в гости к этой бабушке. Посмотреть, как она живет, ну, как внутри, да, именно выглядит деревенский настоящий дом, учитывая, что это бабушка, ее родители еще здесь жили, да, и она все детство здесь провела, вот она в этом бассейне плавала, то есть все ее детство здесь прошло, и было бы интересно реально посмотреть. Но она, я думаю, нас бы пригласила бы, я думаю. Она очень милая, да, Да, но бабушка, она но она и шла в на огород. джавку свою в огород. Ну и мы ж не скажем, бросай свою джавку, пошли, И с пошли нами чай чай пить, пить, да, да. Кирбатки. Поэтому мы пообщались, Да. пожелали всего хорошего друг друга и разошлись. Она в ту сторону, мы в другую. Да, было бы, конечно, интересно посмотреть, как она живет и пообщаться. Но, может быть, не знаю, когда-то нам еще какая-то бабушка или дедушка попадутся, да, Прогуляемся, да. и пригласят нас в гости, чтобы посмотреть. Но сколько мы сел уже, деревень видели в Польше, смотрели, ходили, гуляли, показывала вам, то мы пока что еще не встречали таких вот прямо общительных людей, которые вот прямо готовы с нами пообщаться, потратить свое время, да. Ну, как бы нет. Все сидят у себя дома во дворах там или дома, ну, то есть вот так вот по улице никого мы не встречали. Да и здесь, в принципе, если честно, мы вот ехали на машине, тоже никого, ну, никто так по улице не гуляет, да? Все у себя дома сидят, поэтому сложно встретить какую-то бабушку или дедушку, которые будут готовы пригласить нас к себе в гости, чтобы познакомиться. Como turista visitando el mar, yeah. Te con otro solo que no hacía lo que sea contigo, aunque tú me has... Ты меня снимаешь? Ну да. Иди ко мне сюда. Это должно было быть видео, которое ты ускорила бы. 10 раз. Оно очень далеко. Танцы посередине села, да? Да. И уходи туда. Куда? Вот туда. Уходи отсюда, да? Иди отсюда. Decirte que nadie te tratará como yo, que él al final son como todo, y ahí te tiene como yo, la no sube la navaja, él es la navaja, no te aporta nada, mami, es que no me encaja. Смотрите, здесь стоит прямо у обочины гигантский трактор. Просто его колесо, как наша машина. Смотрите, Влад и трактор. Ну, Нормально? да, будет вообще мой рост. Смотрите, я и колесо. Видно? Почти мой рост или я выше колеса? Вот еще домик такой. Курочки там, посмотрите. Привет, курочка. Скажи, привет, курочка. Привет, как твои дела, скажи. Не отвечает, она не отвечает. А вот, смотри, с краюшку, вот здесь курочка. Видишь? Вот курочка там. Привет. Здесь у людей, смотри, это что, Влад, черешня, вишня? Я все время путаю. Черешня. Смотри, Черешня. уже красненькая. Ну, Нравится. домашняя черешенка у людей растет. А вот это вишня. Где? Вот слева следующая. А, вот это вишня, да? А вот это груша. А это груша. Влад разбирается. А это тут отлично. маленькие игрушки, смотри, Это есть такие уже, игрушки-гнилушки видишь? называются. Игрушки-гнёшки. Вот еще домик. Но это, походу, как главная дорога, потому что машины здесь летают, не тормозят вообще по этой брусчатке. Привыкли уже, наверное, так Румяна ездить. бутли, газовые баллоны. Приходишь 69 злотых. Берешь пустое, сдаешь, Ага, полный выбираешь. да. Бизнес выбираешь люди полный. себе сделали, да? Собачки. Собачки. Вот еще один домик симпатичный здесь. Помаши ручки. Ади со всеми животными здоровается, с собачками, с курочками. Они настоящие? Они настоящие. Привет. Адя любит животных.
Каштан? Какой-то он маленький еще, да? Это маленький, на, такой А ежик. вот, смотри, дом. Как-то тогда. А где забор у этого дома? Только часть, вот там кусочек огражден. Гаражик Маленький является, такой домик. наверное, заборчиком отчасти. Ну может быть. А вот основной. Симпатичный домик. Но здесь обратите внимание, что здесь нет пешеходной дорожки. Просто дорога. И все. И вот так вот. Вот так мы идем у обочины. Не продумано, конечно, для пешеходов. Не продумано. Старая, Влад, крыша у этого дома. Видишь? Черепица. Вообще просто. Уже сейчас как будто развалится все. Все, мы пришли к концу деревни. Поворот. Дошли до поворота. Здесь тоже, видите, какое-то здание разваливается уже. Да, я видела, раскололся. Трактор тоже там стоит во дворе, видишь? Да. Трактористов здесь много. Ну что, туда Но не там пойдем всё или уже. подъехать? Как вам? А все, там дорога уже. Там дорога, да. В общем, мы дошли до края, и Влад пошел назад за машиной, потому что мы ее припарковали на том конце деревни. А здесь нет, видите, дорожек пешеходных вообще никаких. Поэтому мы стоим тут, ждем Влада, пока он приедет за нами. Да, Дюша? И поедем, покажем, куда детки ходят в школу здесь, да? И в садик. Тебя что там ты так и закуталась в капюшон? Ветер дует сильный сегодня, да? Так, мы уже приехали в соседнюю какую-то деревушку. Тут 3 километра буквально. И здесь школ нет, садиков, но здесь есть магазин. Так нам показала карта. Поэтому посмотрим, что здесь за магазинчик и что почем там продается. Все, мы нашли магазин. Он даже такой, не скажу, что масенький. Думала, совсем ларечек будет. Нет. Нормальный, полноценный, большой магазин. Еще и паркинг рядом с ним. Сейчас зайдем, посмотрим, что. Все. Посмотрите название магазина. Какое здесь. Закупы у Россияка. У нас, кстати, этого магазина во Вроцлаве я не видела. Одидо. Какой-то Одидо. Вот, с 6 до 9. Ну, зайдем сейчас. Влад, Адюшу из машины. Какая ты красивая! В ножках, смотрите. Какая ты красивая! Красотка! Да? Пойдем? Пойдем. Давай ручку папе. Папа, ты где? Я тебя потерял. Пошли. Заходим. Адюша наш помощник, всегда в магазин с нами идет. Здесь еще и химия продается. Носки даже можно купить. Мороженое? Мороженое я тоже хочу. Молочко продается. Алкоголь, газировки. Хлеб, молоко, крупы, приправы. Нет, я думаю, будет мороженое. Вот. Ой, я хочу котиком. Цены на мороженое, хочешь? да. Ну, пример, да, как у нас в Вроцлаве Котиком? все, в Ади принципе. говорит, я хочу с котиком. Ой, смотри, Такое с какое котиком? мороженое. Я такое никогда не видела. Прикольно. Это лед. Лед будет Лёд такое, просто, да. да. У нас такое не продается. Вот, ты хочешь таким котиком? Да. Есть А котик. я хочу такое шоколадное в рожке. А ты не какое знаю. хочешь? А я не знаю. Вот это мороженое 3,50 стоит. Вот такое необычное. Так. Почем плат вот это выходит, получается? Так. Не вижу его. Мама, ты Вот. это? 4 злотых Мама, ты примерно. вот это. это? А я вот такое себе возьму. Ты с собачкой. Что я нашел? В бедронке нет для мяса. Бедронки нет для мяса, купим здесь, да? Не, я в бедронке только такую покупаю, чтобы мясо Смотри. делать. А это что? Булочки. Это можно Мальчик. хот-доги делать. Прикольно. Ну, маленькие, Наверное, да? наверное, для худого. Ну что, закрываем, Адюша, носик аккуратно. Идем дальше. Здесь даже есть овощи продаются.
принципе. Возьмем еще сок. Нету ценника, бесценный. Нету. Бесплатно, Тут короче, много, раздают сок здесь просто. Шутка, шутка. Видите, здесь и химия, все продается. Пойдем, Адюша, на кассу. Пюрешку? У меня дома есть вкусная штучка для тебя, Ой, батончик. отцепила мои волосы. Зацепились твои волосы, сейчас мы их расцепим. Все. Пойдем тете мороженое дадим, она сделает пик-пик, хорошо? Я томата, мама. Вот здесь еще колбасы продаются. Шоколадочки. Адя, шоколадочка. Она тебе нужна? Нужна. Ну да, вот большая милка 18 злотых. Как в принципе и у нас в Бедронке. А здесь нужно еще кофе сделать. Почем здесь кофе? Экспресса 4 злотых. Кава с млеком 6 злотых. Вот, можно даже кофе сделать. Папа, на, держи мороженое. Сейчас. Ребенок говорит папе, на, держи, Берешь папа. мороженое, спасибо. Мы можем почистить и выкинуть мусор весь. Да, вот Сразу мусорка. мусор Сейчас кушать. попробуем. Я дома, папа. Аккуратно спускайся. Тебе вкусненько? Ади, а ты какое любишь больше мороженое? С шоколадом или с клубникой? М? Ты стесняешься? Я Котик люблю, мой. когда два мороженых просто. Стесняется. Дашь маме попробовать мороженое? Дашь маме попробовать? Ты мой сладкий. Ты мне делишься со мной? Спасибо тебе. Спасибо. Ой, какое вкусное. Ади не жадная, да? Ой, как вкусно. Ждем, когда Адриана доест мороженое. И будем ехать смотреть, где здесь школа-садик ближайший. Очень интересно. Влад здесь нашел школу? Ну вот какой-то зеспол, школа. Недалеко. Не знаю, это частная, не частная, но наверняка. Нам покажи фотографию. Ну вот так выглядит. Это не реклама, но вот Посмотрим. так. Это не реклама, но вот так. Дюш, давай быстро кушай. Все, мы приехали. Вот эта школа. Ну, достаточно большая. Вот такая вот. Видно, что свежая, покрашенные эти перила, да, заборчик. И так внешне она тоже очень, вот видите, ни трещин, ничего. Большая школа. Заходить не буду, конечно, сюда. Но из-за сегодняшней не очень такой погоды, погода теплая, но ветер сильный, у меня на голове уже волосы все запутались, поэтому мы сейчас уже отправляемся в сторону дома. Вот. Надеюсь, вам это видео понравилось и вам вообще нравятся такие форматы, да, когда я снимаю какие-то локации в Польше. Если да, то обязательно с вас лайк, оставляйте комментарии и увидимся совсем скоро. До новых встреч, всем пока-пока! Адриана, пока-пока, говори! Пока.